Всем привет! Джейсон снова на связи. Сегодня у меня на обзоре Mintava корпус Cougar Dark Blader X5 RGB. Стоимость этой модели на данный момент в Украине составляет примерно $107. Выглядит, как по мне, строго, массивно и в то же время необычно за счет полупрозрачной асимметричной передней панели. В общем, запасайтесь вкусняшками, заваривайте чаек или кофеек и давайте знакомиться с ним поближе. Итак, габариты корпуса составляют: длина 468, ширина 220, высота 486 мм. Вес корпуса с комплектом крепежа 9,1 кг. На верхней панели корпуса присутствует противопылевая сеточка на магнитах, которая накрывает собой 2/3 ее части. Под ней находятся вентиляционные отверстия и места для установки 3 120 или 2 140 мм вентиляторов. Поддерживается установка радиатора жидкостного охлаждения на 120, 140, 240, 280 или 360 мм. По правому краю, ближе к передней части корпуса, расположены разъем USB 3.1 Type-C, два разъема USB 3.0, которые между собой разделены аудиоразъемами для подключения наушников и микрофона, светодиоды питания и обращения к жесткому диску, кнопка перезагрузки, которая в данном корпусе по стандарту подключена к RGB контроллеру, идущему в комплекте с данным корпусом, и о котором поговорим чуть позже. Ну и конечно же кнопка включения. Длина кабелей для разъемов USB 3.0, аудиоразъемов, кнопок и светодиодов верхней панели равна 700 мм, а для разъема Type-C 720 мм. Чего будет более чем достаточно для их удобного подключения. Передняя панель выполнена из довольно толстого пластика. Логотип производителя нанесен в нижней правой ее части. Крепится панель на стандартных защелках, которых здесь по 4 штуки с каждой стороны. Учитывайте это, если будете снимать панель. Кстати говоря, если вы не знаете, как их аккуратно отщелкнуть, то я рекомендую посмотреть мое видео, в котором я рассказываю и показываю, как это обычно делаю я. Ссылочка будет в описании. Конструктивно панель состоит из двух частей. Большая ее часть — это темный полупрозрачный матовый пластик, за счет которого и получается этот, как по мне, прикольный и ненапряжный эффект свечения от вентиляторов. С правой стороны панели практически на всю ее длину имеется 2-мм прорезь для забора воздуха. Другая часть выполнена из черного пластика, и она прикручена к большей части панели на 9 винтов. В ней есть 3 больших отверстия для забора воздуха внутрь корпуса, которые прикрыты пластиковой сеткой с довольно крупными ячейками. Сетка несъемная. За панелью на шасси корпуса присутствует противопылевая сеточка на магнитах, которая полностью накрывает собой места для установки вентиляторов. За ней расположились 3 предустановленных фирменных 120 мм вентилятора VK120 с адресной подсветкой и выполненных на гидродинамическом подшипнике, которые могут работать на скоростях от 600 до 1500 оборотов в минуту. Полные технические характеристики перед вами. Сзади за счет вот этих зубцов они выглядят максимально брутально. Подключается вентилятор к материнке с помощью 4-пинового разъема, а к контроллеру подсветки через 3-пиновый разъем. И раз уже заговорили про контроллер, то давайте уделим и ему немного внимания. Расположен он на задней стенке поддона материнки и прикручен на 2 винта. В инструкции к корпусу схема подключения подробно расписана. В описании к этому видео оставлю ссылку на вот такую картинку, возможно кому-то пригодится. К контроллеру подсветки можно подключить до 6 вентиляторов. Есть и пара разъемов для светодиодных лент. Эффекты меняются кнопкой перезагрузки. Также можно управлять через совместимую материнскую плату. В общем, на передней панели можно разместить 3 120 или 3 140 мм вентилятора. Радиатор СЖО поместится на 120, 140, 240, 280 или 360 мм. Два важных замечания. Первое. Одновременно 2 360 мм радиатора, то есть наверх и спереди, разместить не получится. Только либо спереди, либо сверху. Второе. Одновременно можно установить либо верхний 360 мм радиатор, либо 3 передних 120 мм вентилятора. На задней панели видим отверстие под заглушку для материнки, посадочное место под один 120 мм вентилятор или радиатор СЖО с возможностью его регулировки по высоте. Ниже идут 7 горизонтальных съемных заглушек для видеокарты и периферии. Все они имеют перфорацию в виде пчелиных сот. Прижимная планка присутствует. В ней имеется 2 заглушки для вертикальной установки видеокарты, а вот их уже придется выламывать. Закреплена на 4 винта. Внизу находится окошко для установки блока питания. Переходим к нижней части корпуса. Здесь расположены 4 пластиковых ножки с резиновыми вставками.
Высота ножек равна 21 мм, длина в нижней их части 45, а ширина 22 мм. Длина резиновой вставки 8 мм, а ширина 17. И хоть резиновые вставки с виду достаточно маленькие, корпус на столе стоит цепко и совсем не скользит. Под блоком питания предусмотрена съемная противопылевая сеточка. Также здесь видны крепежные винты и крепление съемной корзины для накопителей, но о ней поговорим чуть позже. Левая боковая панель — это тонированное закаленное стекло толщиной 4 мм и размерами 410 на 460 мм. Держится она на двух винтах с накатанными головками. Приятно, что винты не выпадают после выкручивания, и поэтому можно не переживать за их сохранность. На внутренней части панели по двум сторонам приклеены металлические направляющие, а на верхнем и нижнем ребре присутствует полоска из мягкого пенного материала. Переходим к внутренней части корпуса. Блок питания закрыт кожухом. В месте расположения блока питания вырезано окошко. Сверху на кожухе есть два места под 2,5-дюймовые накопители. Для этих мест в комплекте с корпусом идут две съемные рамки. Устанавливаются они сюда через резиновые проставки, вот таким образом. Если сюда будет установлена вертикальная видеокарта, то установить здесь накопители уже будет невозможно. В комплекте идут две длинных стойки под установку видяшки, и вкручиваются они вот в эти два отверстия. Расстояние между ними составляет 120 мм. Это будет полезно знать при выборе гибкого кабеля удлинителя PCI-Express X16 типа L, так как его придется докупать отдельно. Минимально я бы сюда брал удлинитель длиной не менее 200 мм. Сверху на кожухе еще имеются отверстия для кабель менеджмента. Жаль, что нет еще одного выреза примерно вот здесь, для более удобного подключения кабелей дополнительного питания к видеокарте. Корпус может принять на борт материнки, начиная от формата Mini ITX и вплоть до Extended ATX. Так что о ситуации с не влезающей в корпус материнкой можете не переживать. 9 стоек под материнку уже установлены на свои места, и еще 3 лежат в пакетике с док-крепежом. Вот так выглядит весь комплект. И приятно то, что здесь есть еще две запасные заглушки для периферии, которыми можно будет закрыть выломанные, если вы вдруг решите не ставить видяшку вертикально, а заглушки уже выломали. Отверстия для кабель менеджмента имеются в достаточном количестве, и лично мне хотелось бы, чтобы в таком корпусе на них были резиновые заглушки. Для укладки кабелей за задней стенкой места предостаточно, там 20 мм свободного пространства. Еще один довольно важный размер в этом корпусе — это расстояние от края материнки до верхней части корпуса, и здесь оно примерно 60 мм. Максимально поддерживается установка видеокарты длиной до 400 мм, что впечатляет. Да и с установкой процессорного кулера высотой в 170 мм также проблем не будет. И это, как по мне, огромнейший плюс данного корпуса. Правая боковая панель ровная, крепится на два винта с накатанными головками. Они так же, как и на левой панели, не выпадают после выкручивания. Толщина металла панели 0,8 мм, что радует, но за счет конструктивной особенности ребер жесткости она все равно выглядит жидковатой. Шасси корпуса также имеет толщину 0,8 мм. В месте установки блока питания предусмотрены две длинные мягкие полоски, которые здесь играют роль демпферов. Максимально поддерживаемая длина блока питания, заявленная производителем, равна 180 мм. Учитывая, что корзина для накопителей съемная, то блоки можно устанавливать сюда еще более длинные. В корзину можно устанавливать два 2,5 или 3,5 дюймовых диска. Нижний накопитель устанавливается в корзину через пластиковые салазки. В местах крепления 3,5 дюймового диска к салазкам предусмотрены резиновые колечки. На задней стенке поддона материнки есть места для установки еще двух 2,5 дюймовых накопителей через те самые съемные рамки, о которых я говорил ранее, и которых в комплекте всего две, поэтому вам заранее нужно будет определиться с местом для размещения накопителей. Но в любом случае мест в данном корпусе для их размещения хватает. На задней стенке есть пара фирменных липучек для удобной укладки кабелей. Каждая из них прикручена к корпусу одним винтом и может быть закреплена ниже. Соответствующие места для крепления имеются. Отверстия для кабель менеджмента качественно завальцованы. Предусмотрены выступы и отверстия для удобного крепления кабеля стяжками. Вот так примерно будет выглядеть сборочка в данном корпусе. И как по мне, все получилось достаточно аккуратно и стильно. В процессе сборки у меня вопросов по части кабель менеджмента и размещения комплектухи не возникло, все влезло без проблем. Про качество материала корпуса и его покраски могу сказать, что все здесь на высоком уровне. Вентиляторы на 600 оборотах очень тихие, но при этом имеют достаточно мощный воздушный поток. На максимальных оборотах, понятное дело, их хорошо отчетливо слышно, но и приток воздуха внутрь корпуса увеличивается соответственно. Подводя итог, скажу, что по моему скромному мнению корпус отличный. Внешне он мне нравится, внутри места более чем достаточно, габаритные кулера и видеокарты не проблема. Фильтры где нужно есть, демпферы тоже, качественно собран, ну и в комплекте идут 3 отличных вентилятора с контроллером подсветки. Придраться хотелось бы к резинкам на ножках, чтобы они побольше и чуть потолще были. Также хотелось бы видеть на отверстиях для кабель менеджмента резиновые заглушки, чтобы все смотрелось еще более аккуратно. Ну и отверстие на кожухе для кабелей до питания видеокарты хотелось бы, чтобы было. Это добавило бы удобства в их подключении.
На этом у меня все. Буду благодарен вам за лайки и комментарии под этим видео, а также за подписку, если еще не подписаны. Этим вы поддержите меня и мой канал на просторах YouTube. Желаю всем удачи, добра, здоровья и топовых видеокарт Nvidia 3000 серии. С вами как всегда был Джейсон, увидимся в новом видео. Покедова!